Всем здравствуйте! Сделала мастер-класс еще на одну игрушку, которая связана уже полностью из плюшевой пряжи. Вот так смотрится эта игрушка. В этой игрушке вяжем отдельно ручки, начинаем вязать ножки, вывязываем туловище и ввязываем ручки. Отдельно вывязываем голову, начинаем вязать основным цветом тела и потом переходим на розовый цвет, на цвет меха, и вот заканчиваем уже капюшончик розовым цветом. И отдельно вывязываем ушки и пришиваем их. Также оформляем вот такую мордашку. Я ее, вот глазки и зубки сделала из фетра. Носик пластиковый, клеевой. Вязать ее несложно. По расходу пряжи розового цвета ушло меньше половины мотка. И вот цвета тела ушло немного, так как вот только на лицо, на один ряд на ушках, немного на ручках и немного вот на ножках. По сантиметрам вместе с ушками 21 сантиметр. Вместе с вами мы уже и вязали вот так, которая сидит. Это такой брелочек. Он связан из Alize Softy и из пряжи Jeans Yarnart. Если вам понравилась такая игрушка, я тоже оставлю ссылку на видео и под видео. Переходите, вяжите. Уже есть мастер-класс на такую игрушку у меня на канале. А сегодня с вами свяжем вот такую красоту. Я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Свяжем ручки, берем цвет тела, делаем кольцо амигуруми и сюда ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Шестой столбик не до конца. Переходим на дополнительный цвет и вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем один столбик, в следующий прибавка. И еще раз повторяем: столбик, прибавка, столбик и прибавка. И в конце второго ряда получается 9 столбиков. Цвет тела отрезаем. Эти два хвостика связываем на 2 узелка. И теперь с 3 по 6 ряд вяжем по 9 столбиков. По 9 столбиков провязали 3, 4, 5 и 6 ряды. Переходим на 7 ряд. Также я наполнила наполнителем. Наполняем только эту часть. 7 ряд, 1 столбик, убавка, и повторяем так 3 раза. И в конце 7 ряда 6 столбиков. 8 ряд провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ряд складываем ручку пополам, провязываем 3 столбика за 2 половинки. 1,
2 и 3. Ниточку оставляем коротенькую, так как ручки будем вязывать. Получаются такие ручки. Берем основной цвет и вывязываем стопы. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Этот хвостик я перевожу во внутреннюю сторону. Так, сюда. Теперь будем делать соединительный столбик. И делаем его за заднюю стенку. Далее под эту ж петельку провязываем первый пальчик. Это 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. И сюда же делаем соединительный столбик. Первый пальчик. Переходим на второй столбик. За второй столбик тоже за заднюю стенку делаем соединительный столбик и 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. И сюда же соединительный столбик. Второй пальчик. Переходим на третий столбик. Тоже за заднюю стенку соединительный столбик и 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. Вот третий пальчик, и сюда же делаем соединительную петлю. Сделали 3 пальчика, отрезаем эту нить. Все эти хвостики будем прятать сюда в середину. Теперь берем цвет одежды. И присоединяем за задние стенки, за одну. И здесь нужно набрать 9 столбиков. 1, 2, 3. Пальчики эти убираем. И здесь находим петельки. И за них так будем цепляться и провязывать столбики. 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот это у нас первый ряд. В первом ряду набрали 9 столбиков. Как выглядит снизу. Вот сверху ножка. И
И теперь снова провязываем 9 столбиков, второй ряд, оденем маркер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По 9 столбиков провязали 3 и 4 ряды. Теперь 5 ряд. Провязываем 2 столбика, прибавка. 1, 2, прибавка. Так повторяем 3 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. В конце 5 ряда 12 столбиков. Вот получается такая ножка. Вторую точно такую же ножку вяжете самостоятельно. У одной отрезаете ниточку, у второй нет. Теперь нужно соединить эти ножки. И для этого сделаем вот несколько петель смещения. У меня получается 1, 2, 3, 4 столбика и 5. Я сделала 5 столбиков. Теперь делаю одну воздушную петлю, беру вторую ножку и присоединяю. Начинаем вязать 6 ряд. Посмотрели, все правильно. Для ориентира одеваю. Провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Дошли до воздушной петли. Здесь, чтобы не было дырочек, в саму ножку сделали такой накид на крючок и под воздушную петлю 1 столбик, в воздушную петлю провязываем еще второй столбик, получается как прибавка. И переходим на ножку. Тоже, чтобы не было никакой дырочки, мы в воздушную петлю и в сам столбик. И провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дошли до воздушной петли. Сюда провязываем прибавку. В конце 6 ряда 28 столбиков. 7 ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и прибавка. Повторяем так 4 раза. В конце 7 ряда 32 столбика. С 8 по 11 ряд вяжем по 32 столбика. 8, 9, 10, 11. Теперь 12 ряд, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. Делаем так 4 раза. В конце 12 ряда 28 столбиков. 13 ряд без изменения 28 столбиков. Довязываем до конца ряда. 14 ряд, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторяем 4 раза, в конце будет 24 столбика. Тело игрушки немного наполнила наполнителем и вяжем 15 ряд. В этом ряду будем вязывать ручки. Провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Берем первую ручку. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать больше столбиков или меньше. Теперь 3 столбика провязываем вместе с ручкой. 1, 2, 3. Провязали 3 столбика. Теперь 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Берем вторую ручку и 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2, 3. Довязываем до конца ряда 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот, вязали ручки без изменения 24 столбика. 16 ряд. Вяжем 2 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. В конце ряда 18 столбиков. Получилось такое тело. Оставляем нить для пришивания и наполняем наполнителем. Вяжем голову, берем цвет тела и набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик и еще 3 столбика. 1, 2, 3. Получилось, провязали 4 столбика без накида. В последнюю воздушную петлю ввязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и будем вязывать этот хвостик. Провязываем 3 столбика.
1, 2 и 3. В последнюю воздушную петлю провязываем прибавку. В первом ряду 12 столбиков. Второй ряд прибавка, одели маркер, 3 столбика, 1, 2, 3, 3 прибавки подряд, первая прибавка, вторая прибавка и третья. 3 столбика, 1, 2, 3, 2 прибавки, первая и вторая. В конце второго ряда 18 столбиков. Третий ряд, 1 столбик, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3. 3 раза повторяем 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка, 1 раз, столбик, прибавка, второй раз, столбик, прибавка, третий раз, 3 столбика, 1, 2, 3 и 2 раза повторяем 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. В конце ряда 24 столбика. Четвертый ряд, 2 столбика, 1, 2, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3. 3 раза повторяем 2 столбика, прибавка, 1, 2 столбик, прибавка, первое повторение, 1, 2 столбик, прибавка, второе повторение, 1, 2 столбик и прибавка. Это третье повторение. 3 столбика, 1, 2, 3 и 2 раза повторяем 2 столбика, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2 и прибавка. В конце четвертого ряда 30 столбиков. Пятый ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3 и 3 раза повторяем 3 столбика, прибавка, 1, 2, 3 столбика, прибавка. Это 1 раз, еще 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Это второй раз, еще 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. И это третий раз, 3 столбика, 1, 2, 3 и повторяем 2 раза, 3 столбика, прибавка, 1, 2, 3, прибавка и еще 1,
2, 3 и прибавка. В конце ряда получилось 36 столбиков. Шестой ряд вяжем 36 столбиков. Довязываем до конца ряда. Последний столбик в шестом ряду не довязываем до конца, переходим на дополнительный цвет. Эти два хвостика завязываем на 2 узелка. Вяжем седьмой ряд, тоже провязываем 36 столбиков, вяжем их так по кругу. Восьмой ряд, тоже провязываем 36 столбиков, вяжем до конца ряда. Девятый ряд, тоже 36 столбиков, довязываем до конца ряда. Теперь возьмем вот еще розовую пряжу и сделаем вот такую обвязку на переходе, на смене цвета пряжи. Так, присоединяем. И провязываем за каждый столбик так вот соединительный столбик. Получается вот такая косичка. Только петли не стягиваем. Если вам неудобно вязать основным крючком, то возьмите на 1 размер больше или на пол размера. Если вы вяжете 4, то возьмите 4,5, если у вас получается слишком стянуто. Вот сделать такую обвязку, чтобы была вот имитация капюшончика. И вот так обвязываем до конца ряда. Десятый ряд тоже провязываем 36 столбиков. Довязываем до маркера. 11 ряд, 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 11 ряда 30 столбиков. 12 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 12 ряда 24 столбика. Наполнила голову наполнителем и вяжем 13 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2, после 2 столбиков убавка. Повторяем 6 раз. В конце 13 ряда будет 18 столбиков. 14 ряд, 1 столбик, далее убавка. Повторяем 6 раз. В конце 14 ряда 12 столбиков. Еще дозаполняем наполнителем и последний 15 ряд, это 6 убавлений подряд. Прячем дырочку за передние стенки каждого столбика. Ниточку затягиваем, вкалываем в середину и выводим сбоку.
получилась такая голова. Теперь берем голову, прикладываем к туловищу. Вот так. И будем пришивать. Пришиваем за столбики на голове, потом за столбики на туловище. Снова на голове и на туловище. Когда останется небольшая дырочка, берем наполнитель и дозаполняем наполнителем, чтобы голова крепко, хорошо держалась и не болталась. Так смотрится игрушка, когда пришили голову. Теперь вот эти соединительные столбики, которые мы обвязывали, сейчас сделаем еще одну обвязку. Я возьму крючок 3,5, немного меньше. Вы смотрите, как вам удобней. И вот здесь буду делать в каждый соединительный столбик по убавке. Сейчас так присоединю, а потом сделаю убавку. Так, давайте я вам здесь покажу. Вот присоединяем. И теперь за каждые эти петельки делаем по убавке, чтобы капюшон был более такой выразительный. И вот так убавка следующая. Если у вас получается очень туго, то можете провязывать один столбик, убавка. И так будет смотреться красивее. Если очень туго, то можете провязывать столбик и убавка. Здесь уже регулируйте самостоятельно по своей плотности вязания. Вот будет так смотреться намного красивее капюшончик. Свяжем ушко. Я беру розовый цвет, набираем цепочку 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. В последнюю воздушную петлю ввязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание и вяжем по обратной стороне. 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Этот хвостик можно отрезать. Теперь берем цвет тела. Снова присоединяем с этой стороны, с которой начинали вязать розовым цветом. И делаем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. В следующий столбик делаем 2 соединительных столбика. Теперь в следующий столбик полустолбик с накидом и столбик с накидом. Снова столбик с накидом, это в следующий столбик, и полустолбик с накидом. Теперь 2 соединительных столбика
из одного столбика вывязываем и 3 соединительных столбика. 1, 2 и 3. Ниточку отрезаем. Это передняя сторона ушка. Берем розовый цвет и вяжем обратную сторону ушка. Снова набираем 5 воздушных петель. Все точно так же провязываем, как вот первый ряд. Вот провязали, как первый ряд в начале провязывали. И теперь разворачиваем вязание. Здесь ниточку мы не отрезаем. И по обратной стороне провязываем точно так же. Соединительных 3 столбика, 2 соединительных столбика в 1. Теперь полустолбик с накидом и столбик с накидом из одного столбика в предыдущем ряду. Снова столбик с накидом, полустолбик из одного столбика, 2 полустолбика из одного и 3 полустолбика, 3 соединительных петли. И теперь отрезаем ниточку такого размера, чтобы нам хватило сшить 2 детали и пришить к голове игрушки. Вот берем ушко одно, ушко второе. Вот так складываем. Эти все хвостики будем прятать в серединку. И теперь так, ниточка с этой стороны. Можно сделать покороче. Так, обрезать их. И теперь там, где вот цвет тела, берем за одну петельку. Тут, где розовый цвет, то берем за 2 петельки. И вот так сшиваем. Или за одну, или за 2, как вам уже будет удобно, так и сшиваете. Теперь берем основную деталь, ушки, прикладываем туда, где должны располагаться ушки, и пришиваем основная деталь и за столбики на ушках. Снова основная деталь и столбики на ушках. Так пришиваем одно ушко, потом переходим, пришиваем второе. Вот пришили ушки. Также я приклеила из фетра глазки. Вот беленький, черненький и еще беленький кружочек. И приклеила носик 7 на 9 миллиметров. Теперь берем цвет тела и вот здесь сверху на глазках можно повышивать вот такие бровки. Здесь оставили хвостик, потом свяжем эти 2 хвостика. Сделали вот так 2 стежка и переходим на второй глазик, тоже делаем так 2 стежка и потом завязываем 2 хвостика на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия. Вот так уже смотрится с вышитыми бровками. Теперь беру черную пряжу джинс Ярнард и будем вышивать ротик. Вкалываем с одной стороны головы, выводим в другую. Так,
Вставляем небольшой хвостик. Теперь вот делаем такой улыбочкой. И здесь вот снизу немного так подхватим. Вот так. И выводим снова в то место, там, где оставили маленький хвостик. Все, теперь эти два хвостика связываем на 2 узелка, прячем вовнутрь изделия. И вот зубки я тоже приклеила из фетра, и получилась такая игрушка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!